Здравствуйте, меня зовут Владимир Морозов. Добро пожаловать в захватывающий увлекательный мир вингфойла. В этом видео я расскажу вам о том, как настраивать петли на доске для вингфойла. Готовы начать? Поехали! Если вы уже взлетаете и контролируете фойл в полете, вам захочется прикрутить петли. Можно начать с передних. Давайте объясню, как это делается. На доске для вингфойла вы найдете, как правило, возможность поставить петли в совершенно разных вариациях. Чем больше, на самом деле, тем лучше, потому что для того, чтобы контролируя доску в разных режимах катания, вам, возможно, понадобится разный сетап. Но мы начнем для начала для бигинеров постановки. Как это делается? Для начальной постановки петель лучше всего выбрать позицию из двух петель передних, которые стоят в самом переднем положении. Давайте прикрутим их правильно, согласно размеру ноги райдера, то есть меня. Для начала мы выберем из всего многообразия дырок вот эти вот крайние дырки посередине, где крепится задняя часть петли, и выберем крайние дырки снаружи, там, где крепится передняя часть петли. Сначала закрутим в переднюю дырку задней части. Давайте обратим внимание, как настраивается петля по размеру ноги, потому что здесь все может быть совершенно по-разному. И еще важный момент, нужно обратить, чтобы липучка застегивалась на вас в сторону ноги, иначе она будет водой набегающей открываться, и петля будет все время разлохмоченная, если вот так вот прикрутить липучкой вперед. Всегда обращайте, чтобы липучка, внимание, была назад завернута. Ставим ногу. Петля должна проходить на доске для вингфойла довольно глубоко. Не бойтесь, что она зажмется. Если вы правильно настроите, ничего такого не произойдет. Нужно посмотреть, какая дырка подходит именно вам, потому что здесь максимально вперед прикручены были петли с задней части. С передней части мы должны посмотреть. Вот эта вот петля, дырка посередине, если мы поставим в ту же переднюю дырку, которая соответствует передней дырке на закладной сзади, у меня будет вот такая огромная петля, куда можно просунуть несколько пальцев, и нога будет болтаться, и в итоге при падении она развернется и заклинится в петле, и вот это как раз опасно. Чтобы этого не происходило, подбирайте размер петли вот в этих дырках так, чтобы петля фиксировала ногу с боков, вот здесь и вот здесь. Она должна фиксировать ногу здесь и здесь, без излишнего давления. И сверху петля должна такого размера, чтобы она доходила до голени. То есть нога должна быть глубоко. В этом случае у вас нога вылетает из петли при падении. Очень легко и просто. Давайте прикрутим ответную часть и посмотрим, как это выглядит уже в работе. Сформируйте из петли такую красивую подкову, прежде чем вы выходите на воду, потому что нога у вас круглая, а не квадратная. И вот посмотрите, как нога размещается в петле. Она держится с боков, сверху достаточно расстояния, чтобы голень касалась петли, и нога не вращается там поперек доски, поперек петли. Можно, в принципе, было бы и поуже. У меня даже палец здесь пролезает, ну, как бы нормально. Можно, если поуже поставить, возможно, будет зажимать, и тогда уже будет не так классно кататься. Сейчас отлично настроенная петля, запомните это положение. Теперь вторую петлю прикручиваем, соответственно, в таком же положении, используя вот эти внешние дырки. Уже можно не настраивать ее. Сейчас вы видите, обе петли прикручены в правильном положении. Для новичков на начальном этапе они должны быть смещены максимально вперед, при этом настроены по размеру, чтобы нога пролезала туда удобно и комфортно, и не крутилась. Для чего мы их вперед прикручиваем? Для того, чтобы доска, у вас было больше контроля, и она не взлетала бесконтрольно. Контролируйте, если вам мало подъемной силы, смещайте назад ногу ближе к корме, и у вас будет доска взлетать раньше. Потом уже настроите, я сейчас объясню, как настраивать по положению на доске, уже более профессиональном уровне петли. Давайте сейчас обратим внимание на заднюю петлю. Уже мы научились кататься в передних петлях, перешли к задней петле. И вот у нас прикручена уже на доске задняя петля. И давайте посмотрим, как может быть неправильно настроена петля. Вот я вставляю ногу, это стандартное крепление. То есть она с задней части закладных вперед прикручена и в передней части в ответной дырке вперед прикручена. Посмотрите, сколько места между
краем петли и ногой туда пролезает практически вон рука. Соответственно, я вынужден буду делать петлю уже, ниже, чтобы она зажимала у меня голеностоп сверху. И когда я буду падать, у меня нога будет застревать, поворачиваться, и это прямой путь к травмам. Я никогда не катаюсь в таких петлях, и вам не советую. То есть сейчас нужно что сделать? Так как сзади она прикручена максимально вперед, мы переднюю часть ответную переместим на одну дырку назад. И она сразу станет удобной и красивой. Давайте посмотрим, как это делается. Мы откручиваем болты, сзади их 2 на крепление. Вот мы сейчас уже настроили петлю в нормальное положение. Давайте проверим, как она выглядит. Я вот засовываю туда ногу, и сразу все выглядит нормально. Петля домиком, все красиво, она не сильно крутится, нога там, и не зажата. Абсолютно оптимальная настройка задней петли. И вот у нас петли стоят. Давайте определимся, куда их вообще ставить относительно друг друга. Если вы большого роста, вам, возможно, захочется иметь шире стойку, соответственно, вы можете переместить заднюю петлю назад, а переднюю максимально вперед. И у вас будет максимально широкое положение петель на доске, вам будет комфортно. Если вы, наоборот, райдер маленького размера, вы можете сместить передние назад и заднюю вперед, вам будет попроще кататься, поудобнее. Опять же, если вы катаетесь на волнах, то шире стойка помогает в вейврайдинге. Если вы больше прыгать хотите, по гладкой воде кататься, вам, возможно, поуже будет удобнее. Это такая зависимость. Но в любом случае вы должны потестить разные положения и настроить их для себя, как вам удобно. И давайте теперь расскажу про передние вариации, потому что у нас тут есть закладные посередине. Мы немного переместились по времени вперед, я уже прикрутил переднюю петлю в положение еще одно, в котором можно кататься. Как вариант, вы можете использовать настройку из 2 петель. Такое обычно практикуется на досках меньшего объема. Переднюю петлю можно прикрутить ровную, так же как и заднюю, и тогда вы сможете менять галсы и менять ноги, если вам больше нравится стоять посередине доски, скажем, вы меньше катаетесь с помощью тяги винга и больше на волне, вам поможет такая настройка. Также эту петлю можно прикрутить в одно положение под один галс. Если вы, например, все время катаетесь на правом галсе или на левом, вам, возможно, захочется сместить ее немножко боком, чтобы все время стоять в одном галсе, например, регуляром, а возвращаться также регуляром, просто в обратной стойке. На волне вы хотите кататься фронтсайдом, а возвращаться вы хотите в этой же стойке, только будете ехать в нормальном положении уже. Соответственно, производитель оставил вам такую возможность, потому что здесь всего 3 ряда закладных. Вот эти крайние для 2 петель, посередине для вот такой вот настройки прямой, и с боков есть такие выносы, например, вот это вот я сейчас перенесу себе петлю под левый галс. В итоге я настроил петли под левый галс, и у меня получилась одногалсовая доска. Если я поеду на ней, я вставлю ноги левым галсом, вот так вот, она будет немножко смещена у меня, петля развернута, будет удобно стоять, и я буду ехать левым галсом, когда я еду. Ветер мне дует в спину, я буду ехать левым галсом, и когда я буду делать поворот, то я буду возвращаться в свиче, в обратной стойке, правым галсом уже в другую сторону. Вот. И ноги вообще не придется вытаскивать из петель, можно все время кататься и, например, райдить на волне, а потом возвращаться обратно на волну, врезаться, не меняя стойку, чтобы сократить время на переступание. Но я думаю, что лучше научиться переступать. Вот. И на этом, в общем-то, и все по настройке петель. Практикуйте разные варианты, смотрите, как они для вас подходят или не подходят, и выберите ваш любимый сетап уже сами. Это необходимо сделать, попробовав разные варианты настройки. Ну, давайте теперь повторим основные моменты. Ну и в конце я объясню, как настраивать петлю вообще по размеру. Мы ее должны велкро раскрыть, полностью ее разобрать. Вот здесь вот, например, на фанатике есть размерность. И вот сейчас у меня 1, я хочу поменьше сделать, например. Сделаю под 0. Закрыть обратно. Собрать неопреновую часть на велкро, застежку. И проверить. Идеально.
Ну вот и все, вы научились настраивать петли. Это отличный навык, который надо почаще практиковать. И, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и наслаждайтесь каталкой с Wingfoil Академии Nirvana Surf.